Один актер прямо сейчас держит на себе всю индустрию, и вы не поверите, почему именно он. До этого мы покажем проекты, которые закрыли без предупреждения, пока камеры еще работали. Разберем слухи, которые пытались срочно замять, и почему фанаты всерьез испугались за одну актрису. Вы увидите, как громкое имя рядом может разрушить репутацию за считанные дни. Узнаете, почему даже опытные звезды внезапно теряют контроль за кадром. И с чего на самом деле началась эта цепочка. С сериала, который закрыли, хотя он считался безопасным. Это дайджест самых тревожных новостей Турдизи за неделю. Факты из официальных источников. А выводы – мое личное мнение. Досмотрите до конца, потому что именно там становится ясно, кто останется в игре, а кто исчезнет без прощаний. Все началось не со скандала и не с громкого заявления, а с сухой цифры – 64. Именно на этой отметке история сериала «Бахар» внезапно оборвалась, хотя еще совсем недавно казалось, что проекту позволят идти дальше. Для Турдизи это уже почти привычный сценарий, но в этот раз ситуация выглядела особенно показательной. «Бахар» не был провалом, его не громили критики, у него была устойчивая аудитория, а главное, у него был надежный фундамент. В основе лежала корейская дорама «Доктор Чха», история, доказавшая свою жизнеспособность и популярность далеко за пределами одной страны. Именно поэтому закрытие не ощущалось как логичный финал, скорее как холодное управленческое решение, принятое без сантиментов. В мире, где ремейки раньше считались почти беспроигрышным вариантом, это стало тревожным сигналом. Если даже проверенная формула больше не гарантирует стабильность, значит правила изменились окончательно. Сериал успел пройти долгий путь, дольше, чем оригинал, но в какой-то момент этого оказалось недостаточно. Рынок больше не оценивает проекты по потенциалу или прошлым заслугам, только потому, что происходит здесь и сейчас. Внутри индустрии подобные истории обсуждают шепотом, но выводы делают громкие. «Бахар» стал примером того, как быстро может исчезнуть ощущение безопасности. Еще вчера проект считался устойчивым, а сегодня уже пополнил список тех, кому не дали дойти до логической точки. И именно в этот момент становится ясно. Если подобное происходит с сериалом такого уровня, значит дальше будет только жестче. Это уже не отдельный случай, а симптом системы, в которой время на раскачку закончилось. Пока зритель еще привыкает к мысли, что история оборвалась, индустрия делает следующий шаг, потому что «Бахар» был лишь первым звоночком. Следом за ним тишина начала сгущаться и вокруг других проектов, и там события развивались куда стремительнее и неожиданнее. Если история «Бахар» оставила после себя ощущение холодного расчета, то следующий случай добавил к нему еще и эффект внезапности. С сериалом «Глаза Черного моря» все произошло настолько стремительно, что даже люди внутри проекта не сразу поняли, что стали свидетелями финала. 16-я серия выходила в эфир как обычный эпизод, без прощальных анонсов, без напряженных ожиданий, без ощущения, что это последняя встреча со зрителем. И только когда экран погас, стало ясно – продолжения не будет. Решение было принято на уровне канала и спущено сверху практически в режиме реального времени. Продюсер, режиссер, актеры – все узнали о судьбе проекта одновременно со зрителями. В Турдизи подобное случалось и раньше, но каждый раз это воспринимается как удар по самой идее сериального производства. Ведь в таких условиях невозможно выстраивать долгую драматургию, невозможно планировать развитие персонажей и невозможно дать истории дышать.
Этот финал стал еще более показательным на фоне того, что сериал как раз подходил к своему переломному моменту. 16-я серия должна была решить его дальнейшую судьбу, стать проверкой на прочность. Проверка состоялась, но ее результат оказался известен только одной стороне. Для остальных это выглядело как мгновенно захлопнувшаяся дверь, за которой остались недосказанные линии и оборванные ожидания. Внутри индустрии такие решения рождают тревожный эффект домино. Если сериал можно закрыть прямо во время эфира, значит ни один проект не защищен от подобного сценария. Актеры начинают осторожнее выбирать роли, сценаристы писать более сжатые истории, а зритель постепенно привыкает к тому, что даже эмоционально вложенные сюжеты могут исчезнуть без предупреждения. И пока обсуждение этого неожиданного финала еще не успели утихнуть, на горизонте уже маячила следующая история. Она не сопровождалась резким решением канала, но ощущение неопределенности вокруг нее было не менее сильным, словно финал уже витал в воздухе, просто еще не был официально озвучен. На фоне резких и почти шокирующих решений судьба сериала «Я Лемон» выглядела иначе, тише, но от этого не менее напряженно. Здесь не было эффекта внезапно погасшего экрана, не было ощущения, что все произошло за одну ночь. Напротив, вокруг проекта постепенно сгущалась та самая тишина, которая в Турдизе обычно означает одно – ожидание неизбежного. Рейтинги не падали стремительно, но и не давали повода для оптимизма. Сериал словно застрял в промежуточной точке, где надежда еще формально существует, но уверенности в завтрашнем дне уже нет. Продюсеры продолжали говорить осторожно, избегая громких формулировок, однако их уверенность звучала все менее убедительно. В индустрии подобные паузы читаются легко, когда решение еще не объявлено, но внутри оно уже принято. Особенно показательно, что разговоры о возможном финале начались не в прессе, а за кулисами. Там «Я Лемон» все чаще упоминали как пример проекта, который просто не сумел зацепиться за зрителя в момент, когда конкуренция стала предельно жесткой. В другое время ему, возможно, дали бы шанс на раскачку, позволили бы истории набрать глубину, но сейчас такого времени нет ни у кого. Именно такие сериалы сильнее всего меняют поведение аудитории. Зритель начинает смотреть осторожнее, не спешит эмоционально привязываться, понимая, что история может оборваться в любой момент. Внимание постепенно смещается с самих проектов на тех, кто в них снимается. Потому что актеры остаются, даже когда сериалы уходят, и именно за их дальнейшими шагами публика следит с особым интересом. Так фокус незаметно переместился с экранных историй на личные. На фоне закрытий и неопределенности любое событие вне съемочной площадки стало восприниматься ярче и громче. И очень скоро обсуждение индустрии перешло из плоскости рейтингов в плоскость чувств, туда, где одна короткая новость способна на время затмить даже разговоры о финалах. На этом фоне новость о Гизем Севим и Реджепе Усте прозвучала почти как передышка. В тот момент, когда вокруг сериалов царила нестабильность, их появление в одном коротком, почти домашнем видео выглядело неожиданно спокойно. Без громких заявлений, без намеков на драму, просто два человека, решившие больше не скрывать очевидное. Для Турдизи, привыкшего к резким поворотам, это выглядело почти непривычно. Оба актера находятся в той точке карьеры, где внимание публики особенно важно. Гизем сейчас занята в сериале «Розы и грехи», где ее персонаж постепенно завоевывает симпатии зрителей. Реджеп уже знакомый аудитории по «Моим братьям, моим сестрам». В этом году успел поработать сразу в нескольких проектах, расширяя свое экранное амплуа. Их роман словно органично вписался в этот период, не как сенсация, а как естественное продолжение их присутствия в инфополе.
Внутри индустрии подобные истории давно воспринимаются не только как личные. Когда сериалы закрываются слишком быстро, актеры ищут другие способы оставаться на виду, и открытость становится одним из них. Здесь не было ощущения расчета или навязанного пиара, скорее аккуратный шаг, который позволил зрителю увидеть за экранными образами живых людей. Однако именно на контрасте с этой спокойной реакцией стало особенно заметно, насколько по-разному аудитория может воспринимать похожие новости. Потому что следующий слух, появившийся почти сразу после этого, вызвал совсем другие эмоции. Там не было умиления и поддержки, только настороженность и тревожные советы. И дело было не в самой актрисе, а в имени, которое внезапно оказалось рядом с ней. История Бирджи Акалай в этот момент зазвучала особенно символично. Она давно воспринимается не просто как актриса, а как самостоятельный бренд, узнаваемый, выстроенный годами и, казалось бы, устойчивый. Поэтому новость о том, что одна из линий ее ювелирного проекта прекращает работу, многие восприняли с удивлением. Не как сенсацию, а как тревожный знак, который сложно игнорировать. Для Бирджи бизнес всегда был продолжением экранного образа, аккуратным, эстетичным, продуманным. Ее бренд не создавался на волне случайной популярности, он развивался постепенно, опираясь на репутацию и доверие аудитории. Но именно здесь реальность оказалась жестче ожиданий. Линейка бижутерии не выдержала рыночного давления, и было принято решение свернуть направление, сохранив лишь более узкий и сложный сегмент. В этой истории не было драматичных заявлений или попыток оправдаться. Наоборот, все выглядело предельно спокойно и рационально. Но за этой сдержанностью легко читался главный вывод. Даже громкое имя больше не является гарантией успеха за пределами экрана. Рынок стал требовательнее, аудитория избирательнее, а конкуренция плотнее, чем когда-либо. Именно поэтому ситуация с Бирджи вызвала такой резонанс внутри индустрии. Если актриса с подобным опытом и статусом сталкивается с ограничениями, то для молодых имен риски возрастают в разы. Любой неверный шаг, любое сомнительное соседство может оказаться фатальным для имиджа. И как раз в этот момент обсуждение снова вернулось к молодой актрисе, чье имя неожиданно оказалось рядом с фигурой, уже давно вызывающей неоднозначную реакцию у публики. Имя Рабии Сойтюрк в тот момент звучало особенно часто, но уже совсем в другом контексте. Слухи, появившиеся в выходные, разошлись стремительно и почти мгновенно вышли за рамки обычных светских обсуждений. Турецкие СМИ заговорили о том, что рядом с молодой актрисой все чаще видят Хакан Сабанджи, и этого оказалось достаточно, чтобы реакция аудитории стала резкой и почти единодушной. Здесь не было привычного любопытства, скорее настороженность, смешанная с откровенным беспокойством. Сама Рабия Сойтюрк на тот момент находилась на подъеме. Успешные роли, растущий интерес к ее работам, ощущение, что карьера развивается именно так, как нужно. И именно поэтому фанаты восприняли новость как угрозу, а не как романтическую историю. Фамилия Сабанджи давно перестала быть нейтральной в контексте Турдизи. За ней тянется плотный шлейф обсуждений, сравнений и прошлых ассоциаций, от которых сложно отмахнуться. Особенно показательно, что сами участники этой истории предпочли молчание. Ни подтверждений, ни опровержений, только пауза, в которой каждый мог додумать свое. В мире, где информационное поле живет эмоциями, такая тишина работает не всегда в плюс. Для одних она выглядит как расчет, для других – как ошибка, которая позволяет слухам разрастаться без контроля. Эта ситуация наглядно показала, насколько хрупким может быть образ молодой актрисы. Иногда достаточно одного имени рядом, чтобы общественное настроение резко изменилось.
И на фоне этого контраста особенно заметными стали те, кто предпочитает действовать иначе – быстро, четко и без возможности для двойных трактовок. Именно поэтому следующая история воспринималась уже как пример совершенно другого подхода к репутации и публичному образу. На фоне затянувшихся пауз и многозначительного молчания особенно отчетливо выделился подход Кенан Имирзалыоглу. Его имя тоже оказалось в центре обсуждений, но развитие этой истории пошло по совершенно иному сценарию. Слухи о смене режиссера в новом проекте, намеки на сложный характер, а затем и разговоры о якобы готовящемся повороте в сторону политики. Все это появилось почти одновременно, словно проверяя, насколько устойчив образ актера в глазах публики. Ответ последовал быстро и без лишних эмоций. Информация о закулисных конфликтах была опровергнута, а предположение о политических амбициях Кенан закрыл лично, одной фразой, не оставив пространства для интерпретаций. В этом не было ни раздражения, ни желания вступать в дискуссию, только четкое обозначение границы. Такой стиль давно стал его визитной карточкой и резко контрастировал с тем, как развиваются подобные ситуации у более молодых коллег. Этот эпизод показал разницу поколений внутри Турдизии. Там, где одни вынуждены лавировать между слухами и реакцией фанатов, другие предпочитают не давать инфоповоду жить дольше необходимого. Контроль, выработанный годами, работает как защитный механизм. Обсуждение быстро теряет остроту и смещается дальше, к следующим новостям. Именно это и произошло. Внимание аудитории почти сразу переключилось с разговоров на ожидания, потому что за любыми опровержениями всегда стоит главное – проекты. А в тот момент индустрия уже начала подавать сигналы о том, что впереди не только закрытие и слухи, но и новые старты. Пусть не все из них происходят быстро, но каждый из них несет ощущение движения вперед, словно система пытается найти новую точку равновесия. Одним из таких сигналов стало возвращение к проекту «Дурнушка», сериалу, о котором долго говорили почти как о легенде. Его ждали слишком долго, откладывали слишком много раз, и в какой-то момент казалось, что он так и останется в списке нереализованных идей. Но именно сейчас, на фоне закрытий и осторожности каналов, новость о возобновлении съемок прозвучала особенно весомо. История «Дурнушки» изначально не была простой. Мрачная драма, сложные характеры, сюжет без привычного глянца – все это делало проект рискованным еще на этапе подготовки. Возможно, именно поэтому его путь оказался таким долгим. Каждый перенос, каждая пауза словно отражали общее состояние индустрии, которая не решалась сделать шаг в сторону более жестких и неоднозначных историй. Возвращение к съемкам выглядело как попытка наверстать упущенное и одновременно как тест на готовность зрителя к другому тону повествования. Здесь уже не было иллюзий о быстром успехе или мгновенных рейтингах. Проект запускался осторожно, почти тихо, без громких анонсов, словно проверяя, готова ли система снова рисковать. В этом решении чувствовалась смена подхода. Турдизи больше не стремился удивлять количеством премьер, важнее стало выбрать правильный момент. «Дурнушка» стала символом этой новой тактики. Лучше поздно, чем впустую. И пока одни проекты возвращались из прошлого, другие уже изначально строились с расчетом на будущее, причем не ближайшее, а довольно далекое. Именно там, за пределами текущего сезона, начинали вырисовываться новые ориентиры индустрии. Эти ориентиры все чаще указывали на даты, которые раньше казались слишком далекими, чтобы о них говорить всерьез. Проекты «Под землей» и «Доктор в другой жизни» изначально не обещали скорой встречи со зрителем, и в этом уже не было ничего настораживающего. Напротив, такая дистанция воспринималась как признак продуманности. Индустрия словно взяла паузу, чтобы перестать действовать на автомате.
Первый кадр со съемочной площадки под землей появился без лишнего шума, но его хватило, чтобы запустить обсуждение. Темный тон, сдержанная подача, отсутствие попытки сразу понравиться всем – все это говорило о новом векторе. Проект не спешил, потому что и сам рынок больше не торопился. Премьера, запланированная на 2026 год, звучала не как откладывание, а как осознанный выбор. Похожие ощущения вызывали и новости о «Докторе в другой жизни». Здесь ставка делалась на сочетание сильных актерских имен и истории, рассчитанной на вдумчивого зрителя. Такие проекты не запускают в спешке и не закрывают после нескольких серий, по крайней мере, на это рассчитывают продюсеры. В условиях, где любое неверное решение может обернуться досрочным финалом, осторожность стала новой формой смелости. Все это складывалось в одну картину. Турдизи перестал жить только настоящим. Будущее больше не выглядело туманным, оно просто отодвинулось дальше. И в этом будущем уже сейчас начинали выделяться фигуры, ради которых продюсеры готовы строить планы, рисковать бюджетами и ждать дольше обычного. Среди них было имя, которое в последние дни звучало особенно часто и с заметным уважением. Именно к нему постепенно сходились все разговоры о том, каким будет следующий этап индустрии. Имя Кыванч Татлытук в эти дни звучало не как новость, а как итог. Пока одни проекты исчезали без прощаний, а другие осторожно откладывались на будущее, вокруг него выстраивалась совершенно иная логика. Сразу несколько предложений, переговоры с разными продюсерскими командами, проекты, рассчитанные не на быстрый эффект, а на долгую игру. В индустрии, где стабильность стала редкостью, он превратился в точку опоры. Важно не количество ролей, а то, как о них говорят. Каждый новый контракт обсуждают не в формате слуха, а как стратегический шаг. Сериалы, в которых он должен появиться, заранее воспринимаются как события, даже без подробностей сюжета. Это редкий случай, когда актер перестает быть частью проекта и сам становится его основой. Именно вокруг таких фигур каналы готовы планировать сезоны, переносить сроки и закладывать бюджеты с расчетом на перспективу. На фоне общей турбулентности это выглядит почти парадоксально. Индустрия, где сериалы могут закрыться за одну серию, вдруг демонстрирует удивительное терпение, когда речь заходит о правильных именах. Кыванч в этой системе не просто популярный актер, а своеобразный фильтр доверия. Если он соглашается, значит проекту дают шанс на жизнь дольше обычного. И именно здесь все предыдущие истории сходятся в одну точку. Досрочные финалы показали жесткость рынка, романы и слухи – его эмоциональность, осторожные запуски – страх ошибиться. А активность вокруг Кыванча – попытку удержать баланс и не потерять зрителя окончательно. Турдизи больше не обещает стабильности каждому, но ясно дает понять, на кого готов делать ставку. На этом этапе становится очевидно, индустрия не рушится, она перестраивается. И те, кто сумеет вписаться в новые правила, останутся в кадре надолго. Остальные исчезнут тихо, почти незаметно, как это уже случилось с несколькими историями на этой неделе. Если вам было интересно наблюдать за тем, как меняется мир Турдизи прямо на наших глазах, поддержите видео лайком, это очень помогает каналу. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты», чтобы не пропускать новые истории, разборы и самые важные новости. И обязательно делитесь своим мнением в комментариях, какие сериалы и актеры, по-вашему, останутся в игре, а кто рискует исчезнуть из эфира. Спасибо, что были с нами до конца. До скорой встречи!